Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритье, бритье, бритье. Когда тополь цветет, почки распускаются, выходят первые тополиные листья, стоит невообразимый аромат на улице. И особенно, если в это время идет дождь, не такой, как принято в Сибири, а такой, как принято в Прибалтике, мелкий, моросящий, как будто из пульверизатора. Ребята, это незабываемое ощущение. Да, ты мокрый, да, весь ты прям вот промозглый. Но как же хорошо на улице. И при всем при том тепло. 12 градусов. Ну, просто идешь и отдыхаешь. Но не об этом. По прошлому бритью. Бачер. Бачер оказался несколько агрессивней, чем я ожидал. Но я уверен, что парни там правильно в комментариях написали. И на второе-третье бритье, после того, как я его погоняю по ремешку, он покажет весь свой сок, весь свою стать. Мыло. Мыло, как и автошейв от Экстра, ну, для меня это уже как бы признанный факт. Мыло достойное. Что до автошейва, я к стыду своему не разгадал вовремя одну фишку, которую мне потом более опытные товарищи подсказали. Эти автошейвы нужно сбалтывать. Я вначале не понял для чего, а потом, когда пригляделся, то вижу, что фракции в автошейве разделены. То есть там те компоненты, которые более маслянистые, они на донышке и тонкое-тонкое разделение. Ну, знаете, похоже на то, как вот совсем недавно Nivea выпустила там что-то вот такое, что надо встряхивать только разных цветов, белый и синий. Вот типа этого есть и у Доната. Надо было все-таки встряхивать. До сих пор жалею, что этого не сделал, потому что, возможно, автошейв отыграл бы еще лучше, чем он себя показал. Ремешок, ну, борт. Приятное, достойное впечатление. Ощущение, как от дорогого автомобиля, вот что-то такое в руке держишь. Ну а помазок, это роскошь. Роскошь, вальяжная, нежная, ласкающая роскошь. Ну, собака и дорогой. Дорогой, спасибо Андрею еще раз. Итак, бритвенная тема. Вы знаете, не раз и не два ребята в комментариях писали, что, мол, Вадим, ГАП это все здорово, это все хорошо, но с конфигурацией станка поиграться бы. И да, были такие мысли, но в промышленных условиях, как вы сами понимаете, самый простой выход это просто играться ГАПом. А вот что до конфигурации, тут все сложнее, потому что все стоит на потоке, все стоит на ЧПУ, под все писаны программы. Если ты придешь, ты скажешь, вот допустим, а сделайте мне вот мягкий станок на 0,69 такой, средней агрессивности такой, а агрессивный станок такой. Сделаю, а что нет-то? Только это будет 3 разных станка, и за каждый нужно будет заплатить. Но прежде чем ты их закажешь, их же еще найти нужно. Это во-первых. Во-вторых, я ни капли не пожалел, что не пошли этим путем, потому что, как показала практика, даже изменение ГАПа на старте, оно повлияло и дало свой результат. От всех голов, которые будут сейчас выпускаться, 0,69, 0,9 и 1,18, я, честно сказать, ну, рад, что так вышло. Вот именно, вот спасибо Господи, что вышло именно так, потому что мне все 3 головы нравятся. Но не об этом хотел с вами поговорить, а несколько о другом. Клинки, шаветки, они же все острые. И все там на волос, на рез мы проверяем. Ну, то есть, как бы, сами понимаете, там с такими вещами шутить. Ну и как же мы с вами бреемся? Мое первоначальное убеждение, что нужно, блин, держать клинок там в районе где-то 30 градусов, развеяла практика. То же самое, все вот эти вот насмешки над Болотовым, который говорит, что надо класть плашмя, и что именно вот сама бритва задает в угол реза, когда вы покладете ее вот, РК на кожу, а бушок будет приподнимать именно на тот угол. Время не убедило меня в правильности этих слов. Я считаю, что хотя кто такой? Вот кто такой Болотов и кто я, да? Это ого, а я-то что? Да, Болотов в некоторой степени артист, шоумен, но тем не менее какие-то правильные слова в его речах иногда встречаются, но не в этот раз.
Я до сих пор убежден, что плашмя бриться это зло, потому что ну, залипать будет и будет совсем не то. Не исключаю, что кто-то так и бреется, но все-таки лучший способ, лично для меня, я вот сейчас за себя говорю, это когда ты кладешь плашмя, а потом чутка приподнимаешь. И когда у тебя между обушком и кожей совсем небольшой зазор, может быть где-то там в пределах 5, 8, 10 миллиметров, но 10 это я уже маханул, вот где-то вот в этих пределах, вот самый цимус, самый кайф, вот самый бархатный рез идет. Но никакие не 30 и никакое не плашмя. А какой же это угол? Чисто так, гипотетически, теоретически, но могу предположить, что это где-то в пределах от 16 до 20. Ладно, хорошо. Если я в этом прав, не прав, напишите в комментариях, пожалуйста. Тогда тут же все переворачиваем, уходим обратно к тэшкам. И вот такой вопрос. А что у нас в мире тэшек происходит? А происходит примерно следующая картина, что все станки, абсолютно все, укладываются своим углом реза где-то в пределах 26, 28, 32 градуса. Совсем недавно, вот пару-тройку дней назад, мы разговаривали с Урмасом на эту тему, и оба пришли к мнению, что все, практически все, абсолютно все, без исключения, производители, которые на сегодняшний день выпускают Т-образные станки, шибко-то и не заморачиваются с углом реза. Если и проводились какие-то исследования, под каким углом оптимально все-таки это сделать, как это сделать вообще, чтобы так вот просто обалдеть как, то об этих исследованиях никто не слышал. А общее впечатление таково, что вот этот взял за прообраз вон тот, грубо говоря, его содрал со своими какими-то изменениями. Это я сейчас не свою историю рассказываю, ну и, да, и свою тоже, вот так будет правильно. И все, и так появляется новый станок, потому что в тэшках практически все придумано. Вот так вот все это выглядит со стороны. А если все-таки опять вернуться к клинковым и вспомнить про те самые 16-20 градусов углы, то где Т-образные станки с таким углом реза? Я не встречал. РБ Золинген с его двойными лезвиями, да. Можно сказать об этом. Ввиду того, что там вот так вот аж все закруглено, что может быть, действительно там что-то такое есть, но не очень-то похоже. Там все портит та широкая площадка, которая стоит ввиду того, что там и под два лезвия, ну типа кассетник предназначен. И вот тут у меня и закралась мысль. Ну допустим. Сейчас, вот все, что я сейчас скажу, это да, это, конечно, ценная информация, возможно, кому-то она послужит, но я не боюсь, что конкуренты как-то используют это в своих целях. Да даже если используют, да, и дай вам Бог здоровья, конкуренты. Сейчас на старте 26,5 градусов. Это меньше, намного меньше, чем у всех остальных станков. Это факт. Так вот, если сейчас, допустим, менять конфигурацию станка, как менять? Ты же не знаешь какую. 23, 22,5, 21. Ну ладно, пускай будет, допустим, 22. Хорошо, а почему 22? И не получится ли так, что при сегодняшних ныне существующих 26,5, 22 будет практически ни о чем, как по звезде ладошкой? То же самое. Потому что как ни крути, беря такой станок, мы же сами устанавливаем угол реза. И не у всех он одинаковый. Кто-то от гарды, кто-то от крышки предпочитает. А если все-таки опуститься ниже 20, если, допустим, думать на самом деле за те самые 16-20 градусов, которые у клинковых идут, может быть, тут какой-то резон есть. Если все-таки такое сделать, то на что это будет похоже? Если вы берете, допустим, ныне существующую тэшку и выставляете, ну, допустим, от верхней плиты тырц опустил, то получается так. Допустим, от гарды тырц получилось так. То вот сейчас со стартом 26,5, а если будет, допустим, ну 16, это что тогда получится? Вот так, что ли? Или как это получится? Тоже такой, знаете, вопрос. Но это все далекое будущее. Да, на самом деле, думаю об этом и сильно рассчитываю на ваши комментарии, потому что знаю, что и в ваших головах подобные вопросы тоже имеются. Интересно услышать коллективный разум канала, но на месте все равно не стоим.
Сейчас в этой партии выйдут несколько экземпляров. Это будут плиты, верхние плиты, более узкие. Вот та плита, которая на сегодняшний день, она имеет один размер. Так вот, еще ребята сделают два типа размера, которые будут уже, чем ныне существующие. За счет этого будет увеличен вылет лезвия. И если, допустим, ну, конечно, испытания проведу, если, допустим, мне это понравится, будет по кайфу, то вполне возможно, что и такие плиты тоже будем выпускать, и все ныне существующие и в будущем существующие владельцы стартов смогут спокойно докупить себе отдельно верхнюю плиту и в той или иной степени менять конфигурацию реза своего станка. Да, почему нет-то? Мы все с вами прекрасно знаем, и это ни для кого не секрет, что те люди, которые обладают определенным парком больше, чем 2 своих станков, и они меняют крышки. Крышку берут от одного станка, нижнюю плиту от другого и получают нечто невообразимое. Если, допустим, вот так вот привести пример, то вот сейчас вот, если хотя бы половина тех, кто смотрит эти видео, выскажется, то я думаю, таких людей наберется не 1, не 2, не 3, не 5, гораздо больше. Это один будет эксперимент. Следующий эксперимент. Прежде чем запустить вторую партию производства, многие из вас говорили: Вадим, блин, давай короткую, давай короткую. Была мысль сразу же и во вторую партию короткую запустить. Но, ребята, это было бы неправильно. Потому что это уже другая номенклатура, совершенно. То есть один тип размер – это один тип размер. А если тут же ты говоришь, вот, допустим, ну, 50 штук вот такого типа размера, тебя поняли, тебя начинают делать. А ты говоришь, вот 25 такого и 25 такого. Это же перенастройка оборудования, это же даже заготовки другие нужно порой покупать. И людям это было бы неудобно, поэтому в этой партии выйдут только те типа размеры, которые были в первой партии. Но тех же людей, которые просили буквально: Иванов, не сделаешь, прям отписка, дизлайк, отписка и напьюсь. Ребята, будет. Сейчас в этой партии выйдет короткая голова на 41 мм, в отличие от стандарта на 43. И плюс ко всему я хочу испытать более облегченную версию, дабы те любители маневренных голов, которые у нас есть, могли полностью оценить вот то, чего они хотят. Голова будет не только укорочена на 2 мм до 41, но еще и по бокам. Вот если с торца посмотреть, вот так вот, здесь вот эти вот ушки, видите, да? Вот ушки будут полностью сняты, и нижняя плита будет ровная. Плюс ко всему, эта голова будет с гапом, внимание, 1,28. То есть эксперимент дяди Федора мне не дает покоя, потому что он под 1,18 подкладывал лезвие и брился, и говорит: по кайфу. Вот я сейчас хочу это дело испытать. Вот такая короткая голова выйдет. Все это мы дело испытаем. И если мои предположения кажутся верными, и все это работает, и все это классно, ну, опять же, не факт, надо проверять, то уже в третьей партии будут и такие станки, но никак не во второй. Ну вот об этом хотел с вами поговорить. Очень интересует ваш отклик, ваше мнение. Что вы думаете об угле реза на Т-образных станках? Может быть, я заблуждаюсь, и такие станки с углом реза там 16, 20, 23 градуса, они все же существуют. Я что-то пропустил, я что-то профукал. Вот, может, вы об этом знаете, так вот скажите. Ну и опять же, за короткие головы. Вот это вот тоже все интересно. Ну на этом давайте сворачиваться. Что, бриться пора. Опять же, сегодня стрим, поэтому так, по-бырому. Оп, и все. Все, пока-пока. До новых встреч. Берегите себя. Бриться.